Николас, привет, добрый день. Buenos días. Добрый день. Вы меня слышите? Да. Я приветствовала. Уважаемый господин президент, дорогой друг, я искренне рад возможности напрямую лично пообщаться с вами в формате видеосвязи. Наша беседа приурочена к отмечаемой сегодня знаменательной дате 80-летию дипломатических отношений между нашими странами. И позвольте от всей души поздравить вас и всех венесуэльских друзей по этому поводу. Мы с вами обменялись посланиями, в которых с обеих сторон подчеркнуто удовлетворение нынешним уровнем российско-венесуэльских отношений и выражена заинтересованность в их дальнейшем поступательном развитии в духе дружбы и полного взаимопонимания. Российско-венесуэльские связи имеют длительную историю, и в ней немало ярких страниц. Еще в XVIII веке Россию посещал национальный герой Венесуэлы Франсиско де Миранда, а императрица Екатерина II даже пожаловала ему звание полковника русской армии и российский паспорт. В середине XIX века Российская империя признала независимость Венесуэлы. Это фактически стало официальным началом межгосударственных контактов. Но именно установление в марте 1945 года дипломатических отношений создало условия для налаживания регулярного политического диалога, расширения торговли и гуманитарных связей. Современный этап российско-венесуэльского взаимодействия неразрывно связан с именем президента Уго Чавеса. Тепло вспоминаю все наши с ним доверительные беседы. Во многом благодаря его личному вкладу, ярким идеям и активной позиции произошел качественный рывок в укреплении сотрудничества между нашими государствами. Сейчас отношения вышли на уровень стратегического партнерства. Сегодня дело команданта продолжаете вы, уважаемый господин президент, отстаивая суверенитет вашей страны и ее неизменный курс на плотное взаимодействие с Россией, которое традиционно строится на основе дружбы, взаимного доверия и учета интересов друг друга. Мы с вами со своей стороны делаем и будем делать все, что возможно, чтобы придать еще более тесный и комплексный характер совместной работе в торгово-экономической, культурно-технической, в культурно-гуманитарной сфере, в технической и культурно-гуманитарной сферах. С удовлетворением отмечу, что полностью согласован договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который создаст хороший, прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу. Его можно было бы подписать в ходе вашего визита в Россию в удобное для вас время. Также был бы рад видеть вас в Москве на торжествах по случаю 9 мая, по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Помним, что в тяжелые годы борьбы с фашизмом Венесуэла встала на сторону антигитлеровской коалиции. Важную роль сыграли поставки венесуэльского топлива и смазочных материалов, которые через систему ленд-лиза направлялись в нашу страну, обеспечивая работу авиации и другой военной техники. Сегодня мы совместно выступаем против любых проявлений неонацизма и неоколониализма. Ценим, что Венесуэла поддерживает соответствующие российские инициативы на многосторонних площадках. Россия и Венесуэла придерживаются схожих позиций по многим вопросам международной повестки дня. Сообща стремимся к формированию более справедливого миропорядка, продвигаем принципы суверенного равенства государств, взаимовыгодного сотрудничества без внешнего вмешательства во внутренние дела. Дальнейшее укрепление российско-венесуэльского стратегического партнерства во всех сферах
несомненно, отвечает интересам гармоничного развития обоих наших государств. Уважаемый друг и коллега, еще раз поздравляю вас и весь венесуэльский народ с юбилеем отношений между нашими странами. Благодарю вас. Bueno, presidente Putin. Так, президент Путин, я хочу передать вам объятие солидарности, братского чувства, постоянной поддержки вам и российскому народу. Еще свежи наши памяти о нашей встрече в саммите БРИКСа в городе Казани. И там, когда мы с вами разделили некоторые общие критерии о новом мире, который уже родился. Этот мир, который мы так оценим с нашей доктрины боливарианской дипломатии мира как многоцентричного и многополярного мира. Этот мир, где отношения, уважение, равенство, сотрудничество — это существо работы между странами, между государствами. Вы помнили только что Франциско де Миранда, генералиссимус дела независимости Венесуэлы, маршал французской армии и полковник русской армии, который оставлял нас всегда след этого исторического процесса приближения между народом Венесуэлы в Южной Америке, потому что он был великий южноамериканец за независимость нашей Америки вообще и народом России. Тоже в наших страницах истории великой это была Россия, которая признала независимость, которую мы добили оружиями армии Боливара где-то 1847 года. Это были принципы, и полковник Уго Чавес, комендант Уго Чавес начали великую эру, мы могли бы так назвать, эру 21 века, отношений, которые совершенствуются, я бы мог сказать, дорогой президент Владимир Путин, что мы вошли в этапу зрелости отношений между Россией и Венесуэлой. И мы доверяемся, что в политике мы совпадаем в стратегическом видении мира, зрения мира, и у нас есть понятие практическое, что другой мир возможен, что надо построить отношения на основании уважения, взаимоуважения, и это возможно. Мы, как вы знаете, уже работаем совместно, чтобы двигаться дальше в праздновании на высоком уровне 80-летия. И позвольте мне передать российскому народу наши поздравления заранее, поздравления за юбилейное празднование победы в Великой Отечественной войне. Это был взлет всего человечества. Нельзя понимать историю всего человечества без понятия победы Красной Армии перед нашим фашизмом. И из Венесуэлы я дал указания для того, чтобы проводили празднование, большое празднование на высоком уровне, даже народной, с политической и между учреждениями и военной точки зрения. В эти дни, и мы в эти дни будем открывать большой памятник в честь освободительной армии, в честь Красной Советской армии. И я так надеюсь, что
в эти дни празднования мы можем подписать то, что мы уже достигли, это договор о стратегическом партнерстве между Россией и Венесуэлой, который повышает уровень на максимальный уровень наши отношения в разных областях, о которых мы уже говорили, в коммерческом, торговом, финансовом, банковской, энергетической области, которые даже укрепляются еще больше. Сотрудничество в промышленной области, в общественном здравоохранении, транспорте, сельском хозяйстве, трансформации, кооперация в космосе, геология, использование недра и в туризме, науки, образования, культуре, спорта и так далее. Поэтому я так сказал, что мы добились большой, самый высокий уровень взаимопонимания, зрелости. И я уверен в этом годовщине 80-летия наших отношений. 80 лет тому назад наша страна очень скромно сдал свое слово, чтобы сопровождать, сделал свой скромный вклад, чтобы добиваться свою победу против фашизма. И мы 80 лет спустя мы шагаем вместе, и я очень надеюсь, что это из этой рабочей встречи, в этой моде видеоконференции, чтобы мы могли праздновать это 80 лет победы и наших отношений. Я очень доволен, президент. Поздравляю. Спасибо. Спасибо большое.